Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Я вот только-только пришел домой и записываю это видео. Поэтому сегодня у меня будет кофе не в чашке, а вот в таком вот стакане. Я приобрел этот кофе за 100 йен в местном магазине, комбине, называется 7-Eleven. Вы тоже себе что-нибудь наливайте, потому что разговор сегодня будет, я думаю, долгий. Мы обсудим множество различных тем. Я себе подготовил небольшой списочек, чтобы ничего не забыть. Но основная сегодня тема — это обо мне и о моей жизни. В последнем видео, где Мики рассказывает о том, что она думает о России, о русских людях и так далее, я думаю, вы видели его на канале, в комментариях написали, чтобы я сделал видео из рубрики «Вечер с Шамовым Дмитрием» и рассказал о том, как я сейчас вообще живу, чем я занимаюсь, какие у меня хобби, что у меня нового, какая работа и так далее, и так далее. Я подумал, что да, стоило бы рассказать, потому что многие люди не знают и узнают, наверное, какие-то моменты из моей жизни урывками в различных видео, фотографиях в Инстаграме, где-то в группе, а в целом вообще, что происходит, не знают. Ну и я думаю, что вот в этом видео об этом расскажу. Если вам не интересно слушать о том, как я живу и вообще что-то узнавать обо мне, то можете просто не смотреть дальше видео. А кому интересно, слушайте дальше. Ну и к чему вообще я, в принципе, подумал, что хорошая была бы идея снять это видео, потому что вот весна наступила вчера, сегодня 2 марта, а весна, мы как знаем, это что-то новое, начало и зарождение чего-то хорошего, расцветают различные цветочки, все цветет, солнышко, почки на деревьях. Ну вот такое вот у меня представление о весне, и поэтому, конечно же, это очень хорошее время начать что-то новое. Я подумал, что если вы послушаете то, чем я занимаюсь, то и сами, возможно, придете к какому-то выводу, начнете что-то новое, либо это даст вам какой-то заряд мотивации, либо, может быть, вообще вгонит в депрессию. Это у кого как, ну, не знаю. Лично у меня в последнее время множество различных стартов, множество остановок, есть и какие-то и проблемы, и много чего. Какие-то моменты даже я пребывал в такой легкой депрессии. Ну, я думаю, что вы сейчас все сами узнаете. Ну, во-первых, о том, какая у меня сейчас работа и чем я занимаюсь. В комментариях часто спрашивают, как ты умудряешься путешествовать, куда-то ездить по странам, ведь ты сам говорил, что в Японии отпуск практически не дают, а если дают, то он очень короткий. Да, это действительно так. Раньше, как вы знаете, я никуда и не ездил. Я за практически 5 лет проживания в Японии ни разу не съездил никуда за границу, в какую-то другую страну, помимо России. Куда-нибудь на отдых и так далее я не ездил, потому что не мог себе это позволить просто по времени. Начиная же с прошлого 2016 года, с лета, у меня теперь другая работа, я работаю сейчас сам на себя. И говоря сам на себя, это не значит, что я сижу дома и ничего не делаю. Работы у меня прибавилось в 10 раз по сравнению с тем, что было раньше. Ну, во-первых, я открыл в Японии свою собственную фирму. Я как-нибудь в видео расскажу в последующих, как это вообще все происходит, как это можно открыть, какие условия, какие там налоги и так далее, когда я сам изучу это намного более подробно, чтобы не сказать вам неправду или не ошибиться где-то. То есть со временем я, конечно, сделаю такое видео. Но вот у меня теперь есть фирма, она зарегистрирована на меня здесь, в Японии, и работаю я следующим образом. Я что-то вроде посредника такого человека, который прям посередине между Японией и Россией. Кому нужно прийти из японских фирм в Россию и что-то сделать, я им помогаю это сделать. Кому нужно из России прийти в Японию, я тоже им помогаю. У меня множество проектов, я работаю с различными людьми, с различными фирмами. Я не буду называть, конечно, их, потому что это работа и что-то вроде коммерческой такой тайны. Нехорошо такие делать. Но про один проект могу сказать, вы скоро о нем сами узнаете и более подробно. Я думаю, вы слышали, что я и компания в России такая есть History Comics, которая занимается ранобэ мангой, она выпускает, то есть, что мы с ними вместе работаем над каким-то проектом. И вот как раз совсем скоро, уже этой весной, вы узнаете, что это за проект. И это как бы
одна из частей моей работы. Помимо этого, я помогаю студентам поступать в языковые школы в Японии, ну и много-много всего. То есть работы очень много, и она отнимает практически все время. И получается так, что график тоже не нормированный. В России же время другое, отличное от Японии. Ну, не во всех городах, но в той же самой Москве, либо Санкт-Петербурге на 6 часов назад. И поэтому иногда приходится жить и по японскому времени, и по московскому. И поэтому получается так, что я засиживаюсь до 5 утра, а встаю уже в 7. То есть спать тоже получается не очень хорошо. Но я постепенно этим занимаюсь, мне это нравится, я надеюсь, что это будет дальше развиваться. Помимо всего прочего, есть еще много других вещей, которые не связаны только вот именно с посредничеством, которые я не буду пока озвучивать, но потом, возможно, вы сами все это узнаете. То есть работа идет, все кипит. И работать на себя, честно скажу, особенно в Японии сложно. Во-первых, потому что ты сам себе начальник, и если ты накосячил где-то, то ты накосячил. То есть никто за тебя там не отвечает. И нужно делать все самому. Поэтому есть, конечно, с этим трудности, но постепенно я их преодолеваю. Надеюсь, что все получится. Если говорить в отношении работы, у меня есть еще, вы знаете, канал, вы сейчас смотрите видео на нем, и, наверное, некоторые думают, что YouTube приносит такие большие деньги, что это работа, и можно разбогатеть, и вообще, что я такой сам по себе богатый. Но нет, это не так. Я могу вам рассказать, что с одной стороны YouTube для меня это, да, как работа, потому что я трачу на это очень много времени, больше, чем я иногда могу себе позволить. То есть я с чем-то жертвую даже иногда, чтобы сделать какое-то видео, либо что-то интересное придумать, потому что работа на YouTube это не только сделать видео на канал, а это и вести группу, и что-то еще, то есть много всего. Какие-то статьи на сайт выложить, какую-то статью просто написать. Но что называют работой? Работа это то, что приносит какие-то деньги. Но YouTube практически ничего не приносит. Вот я еще как-нибудь сделаю видео, я говорил про это, но еще пока не сделал. О том, сколько приносит YouTube, сколько на нем вообще можно заработать на примере своего канала. А канал-то у меня не маленький, конечно. Не все видео набирают много просмотров, но это мы еще поговорим сегодня, чуть дальше. Но канал не маленький, но честно скажу, что приносит все, что я делаю, вот эти видео, которые над многими я работаю по 10, по 20 часов, там вы понимаете, это много человека часов, приносит меньше $500. И если бы я раздавал листовки, клеил на подъезд объявления какие-то за это же время, то я получал бы больше, точно вам говорю. Поэтому YouTube это больше хобби, отдушина какая-то. Плюс я привык уже к нему, мне нравится этим заниматься. Это что-то вроде, я даже не знаю, как это сказать, это мое. То есть, может, у меня не получается супер видео, я не могу там сделать что-то прям такое нереальное, что все скажут вау. Но для меня делать видео это что-то классное, интересное, но мне нравится. Поэтому это, наверное, больше хобби. Вы, наверное, заметили, что на канале в последнее время не очень много просмотров. И дело тут не в том, что видео неинтересные, хотя кому-то они, может, кажутся неинтересными. Кому-то нравится, кому-то нет. Дело в другом. В январе я поменял партнерскую систему, партнерку на YouTube, потому что там были какие-то свои проблемы, и я надеялся, что все будет лучше. И меняя партнерку на YouTube, мне как бы пообещали, что там помогут, все будет лучше, и они там решат кое-какие проблемы, потому что на YouTube в последнее время очень много багов. Кого-то просто так отписывает от канала, кто-то не видит новые видео, не приходит оповещения и так далее. Много всего есть, не учитываются какие-то просмотры, или там статистика неправильно отображается. И в итоге получилось так, что я поменял партнерскую систему на YouTube, и тут начались проблемы, и такие, что они на время меня прям осадили. У меня, я не знаю, я не люблю слово депрессия, потому что не было у меня депрессии, я даже не знаю, как это сказать, но нервы мне это потрепало. И, конечно же, в японском есть слово такое, очикондыру, это значит быть вот таким. Вот я был вот такой вот, я немного расстроился, даже много сказать, потому что,
часть видео просто на YouTube заблокировали. И заблокировали их не из-за того, что я нарушил какое-то авторское право, а, например, из-за того, что, помните, были видео, где я ездил в деревню Ивате, там к родственникам Мики, там я вам показывал и животных, и там, ну, много различных роликов было и на море. Я думаю, вы видели эту серию. Полностью оригинальные ролики, вообще ничего там не использовано. Но один из них заблокировали. А заблокировали почему? Потому что мы в один момент зашли в магазин, а в магазине на заднем плане играла песня Yesterday. Я думаю, знаете, такое от Beatles. И то не оригинальная, а на пианино или на чем-то таком. То есть что-то похожее, аранжировка. И из-за этого вот звука на заднем плане заблокировали видео, что типа я вставил этот звуковой ряд в свое видео. Ну и так далее, тоже по-другому. Другие видео по этим же причинам тоже поблокировали. Еще некоторые видео заблокировали вообще просто по-глупому. Но я надеюсь, что сейчас все это решится. Когда я был в предыдущей партнерской сети, у каждой партнерской сети есть своя библиотека музыки, которую можно использовать, так как ты являешься партнером этой сети, и можно спокойно вставлять в свои ролики и ничего не переживать. И когда ты уходишь из этой партнерской сети в другую, то твои видео должны быть специально помечены, что ты сделал их в тот момент, когда ты был в той партнерской сети. И как бы проблем никаких не должно быть. Все-таки ты же делал их, когда был партнером. А у меня получилось так, что я перешел в новую партнерскую систему, вот эту вот партнерку, и видео, в которых использовались звуковые файлы из библиотеки предыдущей партнерской системы, были тоже заблокированы. То есть, и вот этот вопрос я уже пытаюсь решить месяц, и он пока вообще не двигается никак, и помимо этого прочие другие проблемы. И самая большая проблема, что видео просто перестали смотреть. То есть, какое бы я ни сделал, хорошее видео, плохое, суперское, не суперское, я уже знаю, что оно не наберет, скорее всего, никакое большое количество просмотров. Потому что, вот так вот, потому что такой глюк на Ютубе, я уже и писал в сам Ютуб, они подтвердили, да, что есть проблемы, что просмотров меньше намного, чем должно быть, и, вот так вот печально. Я, конечно, не то, что гонюсь за просмотрами, я хочу там миллионы какие-то, чтобы смотрели, но все-таки, когда делаешь видео и знаешь, что как бы ты ни старался, все равно ничего не изменится, это немного печалит. Вам не кажется? Но я думаю, вас бы тоже это печалило. Поэтому это все, конечно, не очень хорошо и выбило на какое-то время из колеи. Но я все равно стараюсь делать хорошие, интересные видео. И, возможно, это даст новый толчок к новым роликам, потому что появились кое-какие там различные идеи. Я попытался сам как-то в роликах, не играть, а сделать в другом формате. Вот вы посмотрели, наверное, видео про сталкеров. Я там отыграл такого ненормального сталкера, извращенца, который еще вот так вот все время делает. Я думаю, вы видели все это. Вот. Я сделал это просто по приколу, я не пытался играть какого-то нормального сталкера, и вообще, такая шутечка была, шутка юмора. Людям понравилось. Я думаю, что в последующих роликах я, может быть, отыграю как-то лучше. Может быть, даже введу какого-то персонажа. Я пока не знаю. Как вы на это смотрите? Было бы хорошо, если бы в видео появился какой-то персонаж, который появлялся бы в роликах, с какой-то там периодичностью. Надо подумать, как все это сделать. Вот. И помимо этого есть еще кое-какие идеи. И думаю, на некоторые темы я уже даже для себя кое-какие выбрал. Снять не просто ролик, я сходил туда-то, я сделал это, я поговорил с этими, или там, смотрите, здесь есть такая крутая штука, а попробовать взять какую-то одну серьезную тему и сделать из нее что-то вроде небольшой, может быть, минут на 30, может меньше, как получится, в зависимости от темы, документалочки. Будет такая документалка с интересной информацией, то есть надо будет попробовать все это сделать. Так что ждите. Сделаю упор именно на это. И в любом случае, и вы знаете, я стараюсь не затрагивать такие темы, которые
там какие-то разоблачения, интриги, расследования, челленджи и прочее, прочее, прочее. Поэтому, в принципе, такие видео у меня немного наберут, поэтому вот так. Но все равно надеюсь, что они вам нравятся. Ну ладно, с каналом, я думаю, понятно. Я рассказал, и что и доход там никакой, и партнерка пока что вот у меня ничего не решилось особо. Надеюсь, что все будет нормально. Дальше же, переходя к хобби, раз уж мы говорили о ютубе, чем я вообще занимаюсь и какие сейчас у меня хобби, что у меня есть интересного в жизни. Если честно, на данный момент у меня практически только работа. И говоря работа, я имею в виду все вообще, чем я занимаюсь. Вот у меня есть сейчас новый проект, называется «С востока на запад». Да, я путешествую по каким-то странам. Кому-то может показаться, что «О, поехал куда-то там» и просто снимает видосики, хотя я ненавижу это слово «видосики», снимаю видео, и это все так просто. На самом деле нет. Дело в том, что многие места я вижу только через объектив камеры, потому что время ограничено, например, у меня есть час, чтобы здесь что-то заснять, и я снимаю, и вижу как-то все вот так вот. И, конечно же, чтобы это и вам показать, и плюс это проект, вы понимаете, не просто я там решил поехать и поснимать, а есть и спонсор, который тоже имеет какие-то ожидания, и нужно эти ожидания тоже удовлетворять, и сделать хорошее видео, и потом все это тоже занимает определенное количество времени, чтобы смонтировать. А монтирую я так, чтобы это было как-то интересно, не просто набор картинок, а с каким-то сюжетом. Все это смотрелось, может быть, с интересом. Конечно, пока я, возможно, далек от совершенных видео о путешествиях. Есть люди, которые делают это, возможно, намного лучше, чем я. Но со временем все будет получаться, я только начал. И, опять же, я в это все еще и вкладываюсь. Я приобрел себе новую камеру, приобрел штатив, вот скоро буду его использовать. Плюс у меня есть еще пару идей по приобретению нового оборудования, которое я буду использовать. Так что думаю о том, как это все развивать, чтобы картинка была лучше. И опять же, это не дело не в самом качестве, а чтобы просто интересно это было как-то смотреть. Поэтому, конечно, все это тоже определенные траты, и нужно все это вкладываться, но я думаю, результат не заставит себя ждать, а под результатом я имею в виду не то, что у этого видео будут миллионы просмотров, а то, что оно понравится вам, и вы скажете: да, Дима молодец, мне нравится это видео, оно интересное, здорово, продолжай. Вот я под результатом подразумеваю именно вот это. Поэтому как бы мои сейчас вот эти путешествия, да, мне очень нравится смотреть на новые страны, это очень здорово, и, возможно, о такой работе я всегда мечтал, чтобы путешествовать, я даже в своей книге об этом писал, и сейчас у меня получилось. То есть я ставлю перед собой какие-то цели, и постепенно, да, у меня получается их, возможно, достигать. Не все, но часть. Поэтому надеюсь, что эти видео со странами различными у меня получится делать намного лучше. Кстати, завтра мы идем в посольство узнавать насчет визы, чтобы поехать потом в следующую страну, пока не буду говорить какая, и не уверен, что вообще там все нормально получится. Но если получится, расскажу потом. И очень надеюсь, что вот этот весь опыт, который я получаю путешествуя по другим странам, поможет мне делать видео и о Японии, и просто со своими мыслями какие-то намного интереснее, чем я делаю сейчас. И помните проект 47 префектур? Он не состоялся, просто потому что не собрал нужную сумму, но я про него не забыл и на него не забиваю, потому что, это интересно узнать о Японии и о таких вещах, которые, нигде не покажут и не напишут в путеводителе, ничего такого, просто чтобы увидеть реальную Японию. Поэтому к этому проекту я еще обязательно вернусь, когда заодно и опыта поднаберусь, и оборудование новое появится, и так что будет оно, возможно, в другой форме, как оно было. Вы знаете, я там пытался краудфандингом собрать определенную сумму, потому что, чтобы снимать видео, нужно и время, и деньги, и оборудование стоит, а сам YouTube практически ничего не приносит. Я, к сожалению, не богатый человек, хотя некоторые думают, возможно, иначе. Все, что у меня есть, я добиваюсь очень тяжелым, кропотливым трудом. Приехать в Японию мне стоило очень много сил, времени, работы нет у меня.
там богатых спонсоров, которые мне все оплачивают. Даже спонсоры, которые по проекту 47, по проекту с востока на запад, они не дают мне деньги, они дают мне возможность куда-то поехать. А все траты где-то там в стране, опять же, тоже за мои деньги. То есть это, понимаете, да? Поэтому я пытался тогда собрать краудфандингом, потому что я сам не могу себе такую поездку позволить, ну никак. А в следующий раз, возможно, появятся спонсоры, которые позволят осуществиться этому проекту, либо будут еще какие-то идеи, либо опять будет краудфандинг, но уже в другой форме. Я не знаю, короче, как получится, но я все равно надеюсь, что 47 префектур когда-нибудь осуществятся. Это хорошая идея, и ее нужно осуществлять. Помимо этого, среди моих хобби, я начинал играть на гитаре. Я даже делал видео и думаю, что вместе со мной кто-то начал играть на гитаре. Честно скажу, что я беру ее в руки, иногда учусь играть, у меня есть кое-какие успехи, но дело в том, что я, например, уезжаю, либо очень занят и не притрагиваюсь к гитаре, предположим, 2 недели. И все мозоли на пальцах, которые у меня появились, чтобы я мог нормально зажимать струны, они сходят. И я опять тренируюсь через боль, у меня опять появляются мозоли, и опять то же самое. Поэтому, чтобы, наверное, все это сдвинулось не то, что с мертвой точки, а пошло куда-то в гору, мне, наверное, стоит пойти на какие-нибудь курсы по игре на гитаре. Тогда, я думаю, будет нормально и будет результат. Так что, если я вдруг пойду, ждите видео из музыкальной школы в Японии, что-то такое. То есть я надеюсь, что получится такое снять. Помимо этого, я хочу улучшать не то, что не то, что сами видео какие-то там, а как я их снимаю. Поэтому у меня есть такая идея, ну и вообще, возможно, одна из целей, может через 2 года, может через 3, когда будет небольшая такая стабильность, и будет время на это, да и возможности, и деньги, то есть много всего. Я думал пойти на режиссерские курсы, научиться, во-первых, поучиться на режиссера, а также пойти на операторские курсы. Либо, может быть, поступить в университет, где этому всему учат, либо пойти на специальные курсы, либо поступить в какую-то специальную школу, где этим все занимается, но пойти изучать это уже на более серьезном уровне. Было бы здорово, мне кажется, и мне действительно это нравится, мне интересно. Возможно, лет через 1000 я сниму какой-нибудь небольшой короткометражный фильм на 10 минут, и он будет, возможно, даже интересным. Поэтому подождите, друзья, 1000 лет, и все получится. Будем надеяться. И за 1000 лет я, может быть, смогу даже сам в этом небольшом короткометражном фильме сыграть. То есть у меня есть 1000 лет, чтобы стать каким-нибудь крутым актером, достойным моего 10-минутного фильма. То есть такие вот у меня идеи есть. Но в любом случае, вы знаете, что я не сижу на месте, всегда что-то изучаю. И также вот мы были на Филиппинах в языковой школе. На канале есть про это видео. Но еще потом я тоже сделаю видео из самих школ. У меня все это заснято, просто не смонтировано. Изучали мы с Мики там английский язык, и это дало мне неплохой старт, я и разговорный немного подтянул, и грамматику какую-то, поэтому сейчас я самостоятельно тоже изучаю английский язык, будет у меня русский, японский, английский, я думаю, что это и пригодится и по жизни, это и в принципе всегда хорошо знать иностранные языки, особенно если это английский, который можно использовать в любой стране. И также это отчасти сделано для того, чтобы успешно путешествовать по проекту с востока на запад, потому что иногда нужно у кого-то что-то спросить, а я даже зная слово и зная какие-то там определенные фразы, я не знаю, как все это построить, чтобы красиво сделать, потому что, нужно изучать. Все-таки, живя в Японии, не используешь вообще английский язык, и как-то он забывается. Поэтому сейчас я его так немного вспомнил, изучил, и буду дальше изучать. Возможно, когда-нибудь, когда я освою на нормальном уровне английский язык, я перейду еще к какому-то языку, потому что хотелось бы поучить, например, немецкий, поучить еще корейский. То есть, возможно, со временем. Что-то вот у меня все возможно.
Я насчет всего говорю возможно, 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 но я рассматриваю такие возможности, потому что есть такая фраза, что невозможное тоже возможно. Когда я учился в университете, у меня были такие пары по предмету теория вероятности. И препод говорил, какая возможность того, что сейчас в этой комнате появится динозавр. И все говорили, ну там 0,01%, очень маленькая. А препод всегда отвечал, что вероятность 50%. Либо здесь динозавр появится, либо он не появится. Ну и на самом деле так. Либо получится, либо нет. Но надо всегда идти вперед, рисковать и ни на чем не зацикливаться, не останавливаться. Думаю, что у меня тоже все это должно получиться. Помимо всего прочего, вы мне часто говорите в комментариях под видео, да и я и сам все это понимаю, что нужно заниматься спортом. Да, я не совсем спортивный человек, я, может быть, конечно, не вешу 10 тысяч килограмм, но я, да, немного так потолстел, можно сказать. Сейчас, конечно, схуднул, честно схуднул, по сравнению с тем, что было даже год назад, но, да, не совсем я такой прям спортсмен, не комсомол, поэтому, да, надо заниматься спортом, но времени у меня тоже особо нет. Иногда время даже на поесть не находится, так как сейчас работа такая, что нужно всегда что-то делать. Поэтому я думаю, каким бы мне спортом заняться, чем бы вообще таким интересным можно было бы. Конечно, я катаюсь на велосипеде, да, мне нравится, но вы знаете, катаясь на велосипеде, не накачаешь себе пресс с кубиками, там, 6 кубиков. У меня есть сейчас такой большой кубик 1. Даже не кубик, а шарик. Он небольшой, но он есть. И я называю его нежно комок нервов, потому что нервничать тоже часто приходится, живя в Японии. Ну, я говорю с вами как есть, потому что я вас воспринимаю не как просто обычных подписчиков, которые там сидят и что-то там делают. Вы мои друзья. То есть мы все с вами друзья, дружим, и у нас все хорошо. Поэтому говорю как есть. Спортом надо заниматься, да, и вот я в раздумьях чем. Когда я был на Филиппинах, я пошел в один из вечеров вместе с Микки и там еще другие люди играть в бадминтон. Последний раз в бадминтон играл я очень много лет назад, лет 20, но сыграл не очень плохо. Вы увидите все еще это в последующих моих видео из Филиппин. Я там с ракеткой бегал. Нормально. Но я получил такой заряд энергии и позитива, что вот оно, спорт, круто, интересно, как-то с чем-то занимаешься. Поэтому да, сейчас у меня такая активная идея пойти чем-то заняться. Среди того, что я думал, это теннис, это плавание. В тренажерный зал тоже можно пойти, но не уверен, что я, не то что осилю, то что я смогу заставить себя в него вечно ходить. Потому что, это не самая интересная вещь, на мой взгляд, а вот поиграть в какую-то подвижную игру, это интересно. Я и в школе и в волейбол играл, и в университете играл. Было здорово, конечно. Поэтому вот, теннис, плавание, возможно, тот же самый бадминтон. Либо у меня есть идея пойти играть в страйкбол, он же бибидама или бибидама называется. В общем, маленькими пульками стрелять из реплик настоящего оружия. Я думаю, среди моих подписчиков точно есть люди, которые занимаются. Тем более, даже если я пойду этим заниматься, то у Мики отец раньше очень часто играл, да и сейчас иногда выбирается. Поэтому мы можем ходить вместе с ним, плюс у него уже есть и оружие, которое он мне может дать поначалу, то есть даже не придется на это особо тратиться. Поэтому я думаю попробовать, побегать, позаниматься, пострелять. Весело будет, наверное. Так что, может быть, вы тоже что-то интересное посоветуете? Надо. И точно кто-нибудь напишет комментарий о моей прическе, что у тебя такая прическа, иди постригись. Всегда пишут под каждым видео вообще. Я вот пойду в понедельник стричься. Я надеюсь, что ничего не изменится, ничего страшного не произойдет. Метеорит
не упадет на Токио, поэтому пойду, возможно, в понедельник постригусь, и будет у меня прическа чуть покороче, чем сейчас. Вот, и дальше же, по поводу того, чем я еще сейчас увлекаюсь. Сильно увлекся в последнее время, ну не то, что увлекся, но как-то мне это радует, Инстаграмом. И я выкладываю и различные фотографии, и небольшие видео. То есть посмотрите, если вы реально не видели мой Инстаграм, зайдите, посмотрите, там много чего прикольного, всякие цветочки, как я там на тарзанках катаюсь, и интересные и красивые фотографии с стран, в которых бываю. Поэтому сейчас активно это все развиваю, мне нравится. И для этого также я сейчас хожу, часто снимаю различные места на обычный фотоаппарат, и тоже буду всем этим делиться. Плюс мы с Мики сейчас думаем для нашего проекта «С востока на запад» сделать отдельный сайт, ну, так и будет типа называться East to West, ну или как-то так. И там мы будем писать статьи о странах, где мы бываем, о том, что мы видели, и какие-то интересные заметки, потому что все-таки на сайт Life in Japan, даже судя по названию, не очень хорошо выкладывать там о каком-нибудь той же самом Таиланде. Страна все-таки другая. Поэтому мы сделаем один сайт, где будет все это собрано. И Мики тоже хочет писать заметки не только о странах, где она бывает, но и о России, что она видела, что ей нравится, что ей не нравится, делиться мыслями. И она будет писать все это на японском языке, а я буду дополнительно переводить на русский, чтобы вы тоже могли почитать. Остыл уже кофе, но неплохой. За 100 йен нормально, свежемолотый. В общем, Инстаграмом тоже занимаюсь. Помимо всего прочего, хочется иногда поиграть в какие-нибудь игровые приставки, но тот же самый Final Fantasy 15 я даже не запускал его еще не начинал. Но Мики уже прошла Final Fantasy 15 на PlayStation 4 на платину, то есть собрала все трофеи или как там, ачивки, которые только возможны. Я еще даже не играл. Если вы играли, поделитесь мнением, вам понравилось или нет. Потому что Мики говорит, что не очень. Сюжет слишком короткий, и игра не настолько крута. Ну, то есть она хорошая, но не тот уровень, который можно было бы достигнуть за 10 лет разработки. Поэтому думаю, что если будет время, тоже можно будет во что-то поиграть. Даже я поиграл бы с вами, с подписчиками, если будет и у вас возможность. У меня в тот же самый Battlefield 1 и Battlefield 4. Ну и другие игры тоже. Среди фильмов я очень редко смотрю что-то новое, а если и смотрю, то намного позже, чем вы, так как я уже говорил в видео, которое называется «Отсталая Япония», о том, что фильмы в Японии показывают очень поздно, намного позже, чем в России, в Америке и других странах. Ну, если не брать в расчет только японские фильмы. Но японские фильмы-то они делаются для внутреннего рынка, так же как в России делаются фильмы для российского рынка. То есть это нормально, что японские фильмы у вас не появляются в кинотеатрах, так же как и они здесь появляются в то же самое время. То есть это нормально. Русские фильмы здесь у нас тоже не показывают вообще. Поэтому я смотрю намного позже. Из последнего, что я видел, это загадочные звери и места, где они обитают, или невиданные звери, или... В общем, новый фильм из вселенной Гарри Поттера про зверей. В целом он мне понравился, но я как-то ожидал лучше. Хороший, да, интересный, красивый, с крутыми спецэффектами, но, наверное, он производит впечатление, если смотреть его в кинотеатре, а не дома на телевизоре. Но в целом мне очень понравился, я жду вторую часть. Вообще вот эту всю... магию, вот этот мир сказки мне очень нравится, как-то заставляет отвлечься от проблемы и от рутины какой-то и погрузиться в какие-то там неведанные дали. То есть мне нравится такое, поэтому я, наверное, читал Гарри Поттера очень много раз. Я его читал и на русском, и на английском, и на японском, и по несколько раз. Поэтому. Также в ближайшее время планирую посмотреть «Пассажиры». Еще не смотрел, но надеюсь, что вот посмотрю.
Кстати, «Пассажиры» в Японии его еще... Он в России уже вышло на Blu-ray, а в Японии его еще даже не показали. То есть будут только в середине марта показ. Там какого-то 24 числа, что ли. Япония, она такая. И... Ну вот, все, наверное. Я могу вам еще кое-что рассказать про сериалы, если вам интересно. Может, кому-то не интересно, вообще такое не смотрит кто-то сериалы. Я смотрел сериал «Готэм», но он выходит с каким-то периодическим успехом. То выходит, то потом выход. То есть перерыв 2 месяца, потом опять 2 серии вышло. Ну и в итоге я его смотрю, когда он выходит, но редко получается. Есть такой сериал, который я смотрел, и первый сезон мне очень понравился, а сейчас 3-й сезон идет, и какая-то там такая муть, что, знаешь, прям, знаете, хватаешься за голову и понимаешь, что ну как можно было так слить, и вообще что происходит, зачем, кто это сделал и почему, непонятно. Сериал называется «Флэш». Я не знаю, смотрит его кто-то или нет, я вообще люблю персонажа Флэша, потому что я и комиксы читал, ну и вообще Флэш крутой. И харизматичный персонаж, такой же, как и Бэтмен, мне нравится. Я вообще люблю вселенную комиксов. Ну, сериал «Флэш» сейчас представляет из себя непонятное месиво, смесь, не знаю, нелогичных каких-то вещей. Если кто смотрит, и даже если кто не смотрит, я могу вам сказать, что сейчас Флэш со своей командой друзей пошли в Горилла-Сити в другой вселенной, где живут разумные гориллы. Это все, что вам нужно знать о сериале «Флэш», поэтому его, я думаю, вообще перестать смотреть. Но зато я нашел другой, очень хороший, и смотрел его в самолете, когда летел на те же самые Филиппины, и мне прям он очень понравился, и могу вам его тоже посоветовать. Я не буду говорить, что там, как, вы сами все посмотрите. Я только название скажу. Называется «Экспансия». Сейчас выходит 2-й сезон. Сериал очень качественный, про космос. Шикарно. Вы знаете, я люблю космос и всю эту тему, и если вы посмотрите, надеюсь, что вам тоже понравится. И, как вы знаете, я часто вам советую сериалы, и к моей большой радости эти сериалы зачастую вам нравятся. Меня это радует. И вот я сейчас разговариваю, рассказываю вам разные вещи, и заметил, что я часто говорю союз «и». Что-то скажу и соединяю его союзом «и». Надо от этого избавляться. Это какая-то дурная привычка. То есть я сам уже замечаю, что «и», та-да-да-да, «и». Так что буду исправлять. Надо. Ну, вот это то, что я, наверное, хотел вам рассказать. Будут еще и различные путешествия, различные интересные видео и много всего классного. Если вы хотите узнать что-то интересное или необычное, классное, грустное, неинтересное, все что угодно из моей жизни, я с вами поделюсь. Я стараюсь всегда говорить открыто. Поэтому спрашивайте, задавайте ваши вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь ко мне на Инстаграм, я буду очень рад. Он классный, я во всяком случае в это верю, ну и так далее. То есть вы знаете сами все, что нужно делать, что я вам говорю. Вы знаете, что если вы подписываетесь везде, это хорошо. Если вы не подписываетесь везде, это тоже хорошо, но я грущу. А я грустить не хочу. И вы же не хотите, чтобы я тоже грустил. Поэтому вот так вот. На канал Кмики, кстати, тоже подписывайтесь. У нее вышел ролик из ресторана суши в Таиланде. Она сравнивает тайские суши с русскими сушами. Сушами так говорят, да? С русскими суши в Японии, ну и в целом дает какую-то свою оценку. Если не видели, посмотрите. Вот, друзья, завтра я поделюсь с вами еще новым видео, которое далось, ну я надеюсь, что завтра, если ничего не произойдет, которое далось мне с трудом. Во время того, как я его записывал, ко мне пристали японцы, потом вызвали полицию, я еще с полицией выяснял вопросы, провел еще целый час в полиции, и, короче, я расскажу, почему так получилось, но видео далось мне с трудом, но зато оно скоро будет на канале, хорошая тема, надеюсь, ролик тоже понравится. Ну и также я расскажу, почему вообще так получилось, и как я оказался вообще в полиции. Там, конечно, было так, горячо, так сказать. Вот. Ну и предостерегу вас
не делать кое-какие вещи в Японии, которые могут создать вам проблемы. Мне-то проблем в итоге таких серьезных никаких не стало, и все нормально закончилось, но, в общем, расскажу. Ну что, холодно на кухне, сколько там градусов? Сдуреть, 8 градусов на кухне, хотя на улице сейчас 9 градусов. Ну что это такое-то, а? Японские дома. А утеплить я здесь ничего не могу, потому что владелец этой квартиры говорит, что нельзя этого сделать. То есть, пока мы здесь снимаем. Поэтому мы еще и подумываем с Мики, возможно, в следующем году куда-нибудь еще переехать в другую квартиру. И, возможно, она станет побольше. И я, наконец-то, смогу создать себе что-то похожее на студию для съемки видео, потому что хочется записывать не всегда вот так вот, сидя на кухне, на фоне микроволновки, вот, и окна, шкафа, и что тут еще есть, полочки, на которой русские приправы для мяса и шашлыка, а сделать так, чтобы была какая-то красивая такая студия с красивым фоном, чтобы можно было поставить какие-нибудь интересные там штуки, которые мне нравятся. Ну, в общем, как у нормальных пацанов. Вот так вот хочется сделать. Поэтому, надеюсь, все получится. Ладно, друзья. Надеюсь, что было интересно послушать. Я с вами еще много чем поделюсь интересным. Рубрика «Вечера с Шамовым Дмитрием» тоже будет продолжаться. Все будет выходить. До встречи в следующих видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, рассказывайте о видео друзьям. Не стойте против ветра. До встречи в следующих видео. До свидания.